Последнее время цветоводы все чаще стали присматриваться к ярким и неприхотливым цветам, похожим на красочные ромашки. И одними из таких долго и обильно цветущих культур являются остеоспермум и диморфотека. Оба этих растения невероятно схожи по виду. Относятся к семейству астровые и в природе произрастают на африканском континенте. Но несмотря на свое южное происхождение, считаются довольно неприхотливыми в выращивании и размножении. Если вы неопытный или занятый садовод и не можете обеспечить свои цветники своевременным поливом, а также окружить их постоянной заботой, эти цветы как раз для вас. Удивительно, что в садах средней полосы пока об этих неприхотливых культурах немногие знают. Цветут они обильно и очень долго, с конца весны до морозов. А какие красочные оттенки и формы их цветов! Такое разнообразие поразит любое воображение. Диморфотека и остеоспермум довольно выносливые растения. На своей родине, в Африке, произрастают на скудной и даже каменистой земле. Эти цветы простят вам несвоевременный полив и многие ошибки в уходе, но для обильного цветения все же лучше предоставить им солнечное расположение и питательный грунт. А еще хотя бы изредка поливать, поддерживая оптимальную влажность почвы и не допуская образования плотного сухого слоя. Благодаря высокой засухоустойчивости и толерантности к скудной земле, эти африканские ромашки отлично подойдут для каменистых садов и альпийских горок, а также для выращивания в контейнерах. Их кустики красиво украсят самые солнечные участки в саду, подпорные стенки, террасу, балкон или лоджию. Контейнерное выращивание также удобно для зимнего хранения растений. При желании осенью цветы остеоспермума удобно занести в дом или теплицу. Столь обильное и долгое цветение можно объяснить и тем, что кусты этих растений сильно ветвистые, с постоянным образованием новых побегов, на которых беспрерывно раскрываются новые очаровательные соцветия. Со временем ветки могут изгибаться и при соприкосновении с почвой образовывать дополнительные корешки. Это очень удобно, если вы хотите сохранить свое маточное растение или увеличить количество кустиков. Просто отделите поросль и отсадите для укоренения в емкость с рыхлой землей. Если это сделать осенью и занести кустик в прохладное помещение на зимовку, остеоспермум хорошо перезимует, а весной вы его высадите обратно в сад. Причем за холодный период или ранней весной вы сможете с этого растения дополнительно снять много здоровых верхушечных черенков. Таким образом, вам не придется выращивать эти цветы на рассаду. Удивительно, но эти африканские ромашки также легко переносят временное понижение температуры и даже небольшой минус. Как правило, кустики цветут вплоть до самых устойчивых осенних морозов. Выращивать диморфотеку и остеоспермум удобно и тем, что благодаря их раскидистой кроне и частичному полиганию боковых побегов под кустиками не станут прорастать сорняки, и вам не придется заниматься постоянной прополкой, поддерживая аккуратный вид цветника. Из низкорослых сортов получаются эффектные, неприхотливые бордюры. Компактные сорта также идеально подходят на роль горшечных растений. Как я уже ранее говорила, отличить диморфотеку от остеоспермума смогут только опытные цветоводы. Их цветки разнятся лишь незначительными признаками. Расцветка остеоспермума чаще бело-сиренево-фиолетовая. В диморфотеке преобладают желто-оранжево-коричневые тона. У последней также основание у самого центра оранжево-коричневое. У остеоспермума сердцевина лепестков сине-фиолетовая. Эти растения отличаются видом семян и листвой. У остиков она более округленная и широкая. В отличие от остеоспермума, диморфотеку можно посеять сразу в открытый рыхлый грунт в середине апреля. К концу сезона вы также можете собрать ее семена для последующего размножения. В теплых садах диморфотека дает свой самосев. Ее также высевают под зиму. Посевы накрывают белым агроволокном или осенней опавшей листвой. Весной с потеплением мульчу убирают и накрывают место посадки белым нетканным материалом. Остеоспермум размножают не только семенами, но и черенкованием. Причем вегетативные растения зацветают гораздо раньше сеянцев.
Как правило, такие кустики более выносливее и привлекательнее, а их цветы крупнее. Очень популярный сорт остеоспермума с белыми лепестками и темно-сиреневым центром под названием «Небо и лед». Эти растения отличились долгим и очень обильным цветением. Крупные ромашки с фиолетовой сердцевиной словно светятся изнутри и невероятно украшают сад. Белоснежное цветение этого сорта идеально сочетается со многими цветами на клумбе. Посадки такого остеоспермума помогут визуально расширить и осветлить участок. Очень яркий сорт Purple Sun. Такие цветы украсят не только цветник, но и ваш интерьер или балкон. Высота растений 25-35 см, при ширине 35-50 см. Кустики красиво смотрятся в подвесных кашпо и высоких вазонах. Хорошо переносят жару. Также интересный сорт Giant Purple, цветы которого также сочетают самые разные яркие комбинации оттенков. Растения компактные, высотой и шириной около 50 см. Интересные сплющенные лепестки у цветов сортовой серии Spider. Они скорее похожи на затейливое яркое кружево, сотканное сказочным пауком. Особенно хороши эти сорта в массовой посадке. Просто фантастические оттенки голубого, лилового и сиреневого у сорта Zion Blue Denim и Errata Compact Blue. Среди остеоспермумов выведено также немало растений с махровыми цветами. Очень популярная сортовая серия Делина и так называемые остеоспермумы 3D и 4D. Эти растения радуют не только своим фееричным цветением, необычным, махровым и ярким видом, но и тем, что ромашки этих цветов всегда раскрыты, независимо от погоды и освещения. Чего нельзя сказать про диморфотеку, которая в сумерке прикрытая. Ее цветы также могут складывать лепестки в пасмурный день. Сажать африканские ромашки лучше всего на хорошо освещенном солнечном месте, дренированный, рыхлый и питательный грунт. При хороших условиях кустики остеоспермума могут отрастать на высоту до 50-70 см. Этот южный цветок не любит переизбыток влаги и хорошо переносит временную засуху. В жарких и южных садах его можно выращивать в небольшом притенении. Цветение очень долгое, начиная с мая и до прихода устойчивых осенних морозов. Что диморфотека, что остеоспермум в выращивании неприхотливые. Цветы отлично подходят для занятых садоводов и дачников выходного дня. Были случаи, когда кустики долго стояли без полива и полностью потеряли свою декоративность. Но после короткой обрезки, полива и подкормки растения быстро восстанавливались, наращивая свою зеленую массу и снова входили в цветение. Диморфотеку гораздо удобнее высевать сразу в сад. Во-первых, вы не будете загромождать рассадой свое помещение, а во-вторых, этот цветок отлично всходит и хорошо развивается даже при посеве в открытый грунт. Остеоспермум высевают на рассаду в конце марта, в апреле. Можно и намного раньше, чтобы подросшую рассаду дополнительно расчеренковать. Семена этих культур не замачивают, а для ускорения прорастания зерна можно слегка надлущить или провести им скарификацию. Также стоит быть аккуратным с поливом рассады. Африканские ромашки не терпят переувлажнения. Подросшие сеянцы обязательно прищипывают для лучшего кущения. И такую прищипку можно делать несколько раз. Посеянные в марте цветы зацветут в начале лета. Но вегетативные кустики, полученные черенкованием, станут цвести гораздо раньше. К тому же, благодаря этому методу вы сможете сохранять свои сортовые растения долгие годы. А эффектных сортов у африканской ромашки огромное разнообразие. Как говорится, на любой вкус и цвет. Эти растения украсят не только сад. Они вполне подходят для контейнерного выращивания. Неприхотливость, терпимость к скудному грунту, небольшому морозу, жаре и засухе, а также обильное сверхдолгое цветение заслуживают того, чтобы эти цветы стали одними из самых любимых. И с каждым годом африканские ромашки становятся все более популярными. Те, кто уже выращивал эти растения, не представляют свои цветники без красочного разнообразия их очаровательных стойких соцветий.
Поделитесь и вы своим мнением или опытом об этих цветах. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых красивых, редких и неприхотливых растениях, а также о том, как их выращивать. А если это видео было вам интересным, поддержите, пожалуйста, нас своим лайком и до новых встреч в нашем добром саду.